Я не могу без него существовать физически. Я не понимаю, как человек может быть на такое способным. Она для меня точно не жертва. Чистая депрессия. Страшные. То, что я счастливая, это обстоятельства. Максим с Михаилом Сергеевичем спорят о политике? Ложь. Додин деспот? Да, это кайфово. Вы конформист. Другая. Инопланетянка. Я здесь, да. Каналья. Скажи, Гордеевой, скажи. Лиза, какой цвет? Синий цвет Невы. Я всегда думала, что Нева коричневого цвета. Она бывает разной, в зависимости от времени года, как, собственно, и все вокруг. Ведь дома, вроде дом серый, а вроде бы он и не серый, а вроде бы он зеленый, а потом уже какой-то и желтый немножко. Все же зависит от погоды. Но Нева, вот, мне кажется, что она не меняет своего цвета. Пугающе темная, синяя, бездонная. И какая-то вот в ней есть какая-то загадочность. Экскурсия по Санкт-Петербургу проводит Елизавета Боярская. Совершенно верно, да. Набережная реки Мойки, 31. Чем знаменит этот дом? Кроме того, что здесь табличка о том, что жил Собчак. Но он жил не один. Да, конечно, не один, разумеется. С Людмилой Борисовной, Ксенией Анатольевной. Все, вот они на 4-м этаже, наши соседи над нами. То есть здесь жила еще и семья Боярских вместе с семьей Да, Собчаков. разумеется. И каждый раз нам об этом напоминает. Сейчас уже сезон закончился, но когда здесь ездят речные трамвайчики, и каждый раз сначала рассказ про Александра Сергеевича, потом рассказ про Анатолия Александровича и про Михаила Сергеевича. И поскольку у нас окна выходят на мойку, у нас все время вот это вот раз 30 в день одни и те же фразы, у нас уже так вот на ухо все это намотано. Довольно утомительно, но зато мы привыкли спать в шуме. И, к этому Тогда относимся Михаил Сергеевич спокойно. должен открывать окно и говорить: «Каналья!» Я здесь, да, все на месте. Да, вот так что у нас здесь такой пятачок. А вы с Собчаками дружили? Я знаю, что Ксения дружила с вашим братом. Сережа. Да. Была такая история забавная, как Ксюша сиганула в окно от нашей квартиры, вот, и тем самым скрылась от родителей ненадолго, к счастью. Вот. И мы ей это позволили. Когда позвонили в дверь, спросили, а где Ксюша, мы сказали: не знаю. Вот. Но действительно мы дружили, и Сережа очень хорошо общался с Ксенией. Я была помладше, меня не так часто допускали в интересные игры, но тем не менее тогда еще было вот только появились всякие видеокассеты, видеокамеры, и мы снимали какие-то фильмы, играли в приставку у нас, по-моему, была, и у Ксении была одна приставка, у нас другая, вот мы бегали друг к другу на этажи и играли. Ну, слушайте, это же самое козырное место. Пушкин буквально, и вы. Да. Справа Эрмитаж, слева Конюшня. Что вы делали в детстве? Я вот очень люблю с детьми своими гулять здесь, потому что мне кажется, что, в принципе, вот я люблю такое понятие воспитания красотой. Мне кажется, когда просто гуляешь даже вот так по такой красоте, Это работает. это работает. Ты даже можешь не замечать, ты можешь не ходить, и тебе не обязательно говорить: вот в этом доме жил тот-то, в этом доме жил тот-то. Не совершенно не нужно. Просто ходишь и впитываешь это, и потом оказывается, что в какой-то момент ты без этого не можешь жить. Поэтому сказать, что мы в детстве что-то делали вот особенно, нет, мы также вот, у нас в центре здесь не очень много детских площадок, точнее, совсем мало, в отличие, скажем, от спальных районов. Но все равно мы ходили там вот в двор напротив, там около капеллы. Там какая-то скрюченная детская площадка была. Мы там проводили время. Естественно, ходили в Михайловский сад. В летний сад гулять да. ходил? И в летний сад гулять ходил тоже. Ну, то есть сейчас я хожу туда смотреть, да, на скульптуры, на фонтаны, а тогда я ходила туда покататься на санках. Ну, то есть просто разные интересы. И сейчас те же маршруты сопровождают моих детей, и вот тоже они вроде бы идут по своим детским делам на детскую площадку, а на самом деле я думаю, что, глядя на красоту города, конечно, все это впитывают. Вам нравилось жить в Ленинграде, а потом в Петербурге? Да, это кайфово. У меня в паспорте написано Ленинград, и мне это ужасно нравится. Да? Ага. Не знаю почему, но понятно, что все то, что связано с Ленинградом, очень трагичные страницы истории нашего города, но все равно у меня жили в Ленинграде вся моя семья, вся папина семья, которые очень многие пережили блокаду, все здесь поступили в театральное училище, стали известными петербургскими артистами. Ну, то есть Ленинград очень много значит для нашей семьи, именно город Ленинград. Поэтому он органично и во мне отзывается. А потом, когда уже стал Петербургом, это уже какое-то тоже естественное наше продолжение нашего времени. Ты производишь впечатление абсолютно счастливого человека.
Ну, я думаю, я счастливый человек. Я благодарю за это Бога, родителей, мужа, Киноакадемию. киноакадемию, да, спасибо своей собаке, кошке, да. Нет, ну и людьми, с которыми я работаю, потому что я действительно счастливый человек. Но, конечно, очень часто бываю с собой недовольна, у меня большие к себе претензии, мне хочется каких-то, где-то в чем-то развиваться. Я очень много переживаю, я ужасно эмоциональный человек, я очень сильно за других переживаю. И, конечно, мне это... Я беспокойная. Я беспокойная и волнующаяся. То, что я счастливая, это, скажем, обстоятельства, за что, еще раз говорю, спасибо Вселенной. Но мое внутреннее самочувствие, вот какого-то, знаешь, вот немножко откинувшись и такого благополучия, что все хорошо, ну, наверное, это было бы, если бы я в большей степени внутренне переживала только за свою семью и за себя. Тогда бы, наверное, я бы могла сказать, что у меня все отлично, и мне спокойно. Но, наверное, будучи актрисой, невозможно быть равнодушной к обстоятельствам, к людям, к событиям и так далее. Поэтому, конечно, я засыпаю долго и мучительно, потому что очень много всего в голове крутится, и касаемо там, детей, тоже там беспокоишься за них, и касаемо не своих детей, и касаемо людей в целом, и каких-то обстоятельств сложных. Вот это, наверное, такая моя волнующаяся натура. Но я думаю, что, наверное, для актрисы это вполне естественно. Что такое счастье? Здоровье, доброта и милосердие и тепло. Вот как-то вот такой симбиоз. Вот чего бы мне хотелось, чего, мне кажется, очень не хватает. Для того, чтобы мир выглядел так, как мне бы хотелось, каким я его вижу в идеале, наверное, просто хотелось бы больше доброты. Ну или хотя бы, чтобы люди не делали зла друг другу. Вот и В все. этом не было, в твоем определении не было ни успеха, ни самореализации, ничего связанного с профессией. Почему? Тебе это меньше важно, чем внутреннее? Конечно, потому что гармония внутренняя возникает от отношений с людьми и от того, как ты относишься к людям, от того, что ты им даешь. Вот стоя ли на сцене, протягивая руку или какой-то эмоциональный жест в их сторону делая, или просто помогая людям. Я вот в этом плане очень похожа на свою маму. Я благодарна судьбе, что так сложились обстоятельства, что я как бы состоявшаяся актриса, и у меня к 35 годам, в общем, такая хорошая, благодарная биография, но так или иначе я понимаю, что это не самая важная часть моей жизни все равно. И у мамы также? Да, конечно. Мама, она вот всю жизнь посвятила нам, и сейчас у нее много забот, но тем не менее все равно семья всегда на первом месте. И у меня тоже семья, друзья, и, конечно, про них я думаю гораздо больше. Есть у нас в спектакле «Жизнь, судьба» по роману Василия Гроссмана, там есть прекрасный эпизод. Дело происходит в лагере немецком, и там есть такой персонаж Иконников, и они рассуждают о добре и доброте. И вот там есть прекрасная фраза, которая, мне кажется, очень вообще актуальна и всегда, и будет, и есть, и в этом есть какая-то истина, что я не верю в добро, я верю в доброту. Ну, развяжите меня, наконец. Простите. Извините. Как ты впервые поняла, что твой папа Михаил Боярский – это кумир всей страны Д'Артаньян? Вот я, например, я была влюблена, когда была маленькая, в Д'Артаньяна. Теперь моя дочь старшая влюблена в Д'Артаньяна. Сейчас маленькая подрастет, моя дочь, она тоже будет влюблена в Д'Артаньяна. А как ты можешь жить с человеком, в которого влюблена вся страна? Я никогда этого не понимала. Это очень сложно. Ну, ты «Трех мушкетеров» смотрела? Конечно, смотрела, но я не воспринимаю его как Д'Артаньяна, я не воспринимаю его как мушкетер, он же мой папа. Ну, это человек, который... Ну, ты понимала, что это твой папа? Да, это мой папа, но я воспринимала, что это папа на работе. То есть нету взгляда художественного. Это потом уже даже только, может быть, когда став актрисой уже, я с точки зрения человека профессии смотрю на кино, на сцены, да, на партнерские связи и так далее, на там, режиссуру и так далее.
Хотя в том числе смотрю как зритель. А уж когда я была маленькая, мне вообще... Папа — это мой папа, который, в таком костюме. Это, наверное, было бы вообще, в принципе, дурным тоном, если бы я, скажем, гордилась этим очень, говорила всем: ха-ха-ха, у меня папа вот такой известный артист. Нет, я, наоборот, этого немножко стеснялась всегда, но и к папе, поскольку он дома совсем другой, вот вообще, 100% кардинально другой, чем папа, как папу привыкли видеть. А какой он дома? Он очень стеснительный, он очень спокойный, он очень простой, невероятно простой человек. Папа тоже все время всем помогает, все время у кого какие-то проблемы, все время решает чужие проблемы. Он очень просто одевается в жизнь, у него кнопочный телефон, он не умеет пользоваться интернетом. То есть он абсолютно такой вот простой, очень ранимый, хрупкий, добрый, безотказный человек, если так можно сказать. Хотя производит впечатление такого импозантного мужчины. И прекрасно, это его образ, и который он, между прочим, пронес как бы через всю жизнь. Он так и на телевидении его, все равно в шляпе и так далее. То есть это целый, образ. Да, и такой. на стадионе. И на стадионе в том числе. Дома он совсем другой, на даче он другой, дедушка он другой, муж он другой, папа он другой. Вот. И поэтому он у меня никогда в жизни не ассоциировался с его ролями. Никогда. Твой муж Максим Матвеев – человек с довольно оппозиционными взглядами. Твой брат Сергей Боярский – член партии «Единая Россия», депутат. Твой отец Михаил Боярский – доверенное лицо Путина. Как вы вообще… Как вы уживаетесь? Как вы садитесь за стол вместе? Ты знаешь, я думала много на эту тему. Скажем так, в нас хватает внутреннего уважения по отношению к друг другу. Во-первых, чтобы уважать мнение друг друга. И мы редко, честно говоря, как-то начинаем спорить на тот или иной счет. Максим с Михаилом Сергеевичем спорят о политике? Нет. Спор – это позиция, да? Но ведь все равно в итоге папа порядочный, добрый человек. И что ж своим то, как он живет свою жизнь, то, как он относится к людям, то, как он помогает. Он говорит про справедливые, добрые, хорошие вещи. И это и делает. Мы, в свою очередь, занимаясь благотворительностью или чем-то еще, мы тоже проповедуем честность, справедливость, чистоту отношений, дисциплинированность и так далее. Эти взгляды самые главные, они сходятся. Просто проявление, разные, может быть, рупор другой, разные, в другом смысле разные взгляды. Но главное — единое, и это самое важное, я считаю, потому что, действительно, я не такой грамотный политический человек для того, чтобы делать заявления, как-то высказываться, что-то еще. Я не могу говорить о каком-то... Я считаю, чтобы было хорошо, нужно сделать это. Я не знаю. Честно скажу, что нужно сделать. Не врать. Да, это уже речь про доброту. Потому что я могу не врать, я могу не воровать, я не могу никого не обманывать, я могу помочь человеку, которому плохо, я могу, если у меня есть финансовая возможность, поделиться с кем-то с ребенком или с кем-то еще, если у него есть проблема какая-то, я могу участвовать в благотворительных акциях и прочее. Я могу через... опять же, свои ресурсы, соцсети, например, осветить какую-то проблему про человека, про которого я знаю. Тоже, знаешь, это же надо тоже разобраться, посмотреть документы. Тут нужно обязательно разбираться. Так нужно совсем разбираться, понимаешь? Просто выйти на волну, все написали, и я напишу. Я не хочу, потому что я не знаю, я не разузнавала, я не читала, я не видела, я не посмотрела. А это нужно потратить тогда реально очень много времени, чтобы вникнуть в суть проблемы. Просто не хочется балаболить. Я бы так сказала. Смотри, например, ты можешь... в Петербурге есть дело сети. Угу. Ты же можешь обратиться к своему брату-депутату и сказать: Сергей, слушай, тут несправедливость. Тут сажают молодых ребят, обвиняя их в создании террористической группы, в общем, фактически безосновательно. Помоги сделать депутатский запрос. Или это не работает? Нет, это работает, но я бы сказала так, что чтобы по-настоящему это сделать, честно, поскольку я должна тогда сесть, все про это прочитать, понять, как я к этому отношусь, и тогда попросить. Понимаешь, да? Потому что очень часто бывает такое, мы на волне какого-то шума какую-то информацию разносим, делимся ею, а потом она может быть... то есть мы часто идем за эмоции, а не за сутью. Я не хочу, не разобравшись ни во чем... А разбираться тоже не хочешь? Хочу.
Нет, я хочу с удовольствием, но просто я не всегда могу себе это позволить сделать в силу того, что я мама двоих детей и актриса и так далее, так далее, так далее. Но, тем не менее, было несколько случаев, когда более частные, более понятные для меня ситуации с какими-то людьми, с жилищем, или с детьми, с какими-то там правонарушениями, с какими-то там социальными вещами несправедливыми, через меня обращались к Сереже, и Сережа помогал. Поэтому вот когда я вот здесь могу разобраться с тобой, сейчас это обсудить, поговорить с человеком, которого это касается, разобраться в этом деле, тогда это все... А когда здесь дело, про которое столько пишут, столько говорят, отсюда я слышу одно, отсюда другое, я не знаю, про что говорить. Я не знаю, и я могу оказаться очень сильно неправой. Я могу очень осквернить людей одних, либо сделать очень плохо другим. А я не хочу. Я должна понимать, про что я говорю. Тогда это будет честно. Все петербуржцы уезжают из Петербурга. И только вы, попробовав уехать, вернулись. Вернулись, да. Почему? Как бы это ни звучало, я не знаю, слишком с претензией, но так или иначе, для меня Петербург — это какая-то часть, не знаю, ДНК моего. Я не могу без него существовать физически, если так можно сказать. Это мое комфортное, естественное состояние быть в этом городе. Я про него так много знаю, я его чувствую как вот родного человека, когда ты знаешь его характер, знаешь его настроение, какой он дождливый, какой он солнечный, какой он праздничный, какой он, не знаю, трагичный и так далее. И вот мне все его качества очень необходимы для того, чтобы поддерживать у себя в каком-то правильном, гармоничном состоянии. Москву я тоже люблю. Москва — прекрасный город, но я не нашла там места, в котором бы мне было вот так хорошо. Я считаю, что петербуржцы вообще более замкнутые, закрытые, менее приветливые. Ну, не до критичности, разумеется, не то чтобы, да, но я имею в виду менее, чем москвичи. Для меня Москва — это, не знаю, да, Хованщина, рассвет на Москва-реке, да, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. То есть это все золотые купола, такое ощущение, что это такое исконного русского, и оттуда такая вот холеность, да, открытость, щедрость, да, чай с бубликом, да. А Питер? А Петербург — это скорее Шостакович, вот ты какой-то острый, какой-то иногда очень рефлексирующий и тоскливый, иногда какой-то грубый и очень эмоциональный, гораздо более угловатый. И вот я это чувствую, в себе это чувствую, и бороться мне с этим как-то странно, потому что это я. Поэтому, когда мы действительно несколько лет пожили в Москве, я поняла, что мне там вот не органично. Вы из-за вас уехали? Нет, конечно, нет. Пока не было согласия от Максима, мы бы жили в Москве. Ну, инициаторы были вы. Кто первый завел разговор? Ладно. Нет, разговора не было. Никогда никакого разговора не было, пока Максим сам не сказал, что мне кажется, мы бы здесь могли жить, здесь хорошо, и мне здесь тоже стало хорошо, как и себе. А я как будто бы только ждала этого спускового крючка, и я за месяц я нашла все здесь, тоже всех переспрашивала про школы, про самые разные. Нашла школу, нашла кружки, и вот, собственно, мы в месяц совершили этот вот переворот в нашей жизни и вернулись в Петербург. И вы счастливы? Да, и здесь нам очень хорошо, и Максиму здесь очень хорошо, да? И для меня это самое важное. Вы в семье говорите о работе. 2 артиста в одной семье – это, в общем, катастрофа. Назовем вещи своими именами. Конечно, говорим. Очень много и очень насыщенно. И постоянно. Ревность есть? Да никакая ревность. В смысле ревность? У тебя больше ролей, у меня меньше ролей. Нет, конечно. Ну, в смысле, ревность... К работе. Да нет. Я сейчас не проверяю себя, я просто пытаюсь вспомнить, был ли прецедент. Нет, вообще нет. Более того, я была бы, например, если представить обстоятельства такие, что я вообще не работаю, не снимаюсь, а Максим целыми днями работает и снимается, я была бы очень счастлива. Потому что ему интересно, он наслаждается своими ролями, своими новыми возможностями, партнерами, режиссерами и так далее. А я там занимаюсь, скажем, детьми и там чем-то еще, что мне интересно. Я 100% согласна была бы на такую участь. Но сейчас ситуация же обратная. Максим ушел из театра.
Максим ушел из театра, но у него сейчас очень много работы в кино. Очень много, очень хорошей, интересной работы в кино. А я, наоборот, в театре больше... Ну вот у нас как-то естественно так распределились наши творческие судьбы. Я действительно себя очень органично чувствую вот в этом нашем маленьком, малом драматическом театре на улице Рубинштейна. Прям маленьком. Это огромный Нет, театр. Это огромный театрище, но, Ну, как бы, маленький. да, но маленький. Вот и там мое сердце, предмет моего интереса. Я люблю сниматься в кино, но сейчас делаю это очень редко. Но когда делаю, то с большим Какого удовольствием. режиссера ты ждешь? Вот кому ты скажешь «да» и все бросишь? Который покажет меня с какой-то совсем другой стороны, может быть, которую я сама про себя еще не знаю. То есть не героиня? Ну, ты имеешь в виду как амплуа героиню, да? Ну, да, наверное. Потому что все равно, так или иначе, какой-то штамп, да, существует вокруг многих артистов, в том числе меня. Потому что, конечно, у меня в основном биография состоит из героинь лирических, трагических. Это мое, как бы сказать, такое закрепленное за собой место. Мне было бы очень интересно какое-то социальное кино, что-то такое, что непривычное, интересное. Роль была бы совершенно не свойственная мне, скажем так. Вот, условно говоря, была бы роль, на которую бы мне в жизни не попробовали. Сказали, вот кого угодно, только вот не Боярскую. Она точно сюда не монтируется. Вот если бы мне дали попробоваться на такую роль, я была бы очень счастлива. Приведи пример. Вот в каком фильме ты жалеешь, что не ты сыграла? Ну, хорошо, давай проще, наверное, через режиссеров. Я бы вот с удовольствием поработала с Хлебниковым, например. Или с Звягинцевым. Ну, то есть все равно мне кажется, что они немножко через другую призму видят артистов. Я предполагаю, что при разговоре, при репетиции, при пристройке друг к другу совершенно я смогла бы переформатироваться к тому, какой они видят героиню, актрису. Но это, конечно, не мне решать, это решать режиссеру. Но, тем не менее, говоря о том, что мне хотелось, вот что-то не героическое, не эпохальное, Не историческое. не судьбоносное и прям вот а что-то очень конкретное, простое, про какого-то очень простого человека, про каких-то простых людей. Ну и да, вот эти товарищи тоже очень... Я их все время пугаюсь, они реально ходят. То серебряный, то золотой, то какая-то корова. То есть это они постоянные? У них здесь какой-то притон, вон там впереди они еще идут. Ой, какие классные. Зебра и лошадь. Они ко мне даже уже не подходят, потому что понимают, что бесполезно. Здесь я, честно говоря, вот все время думала, что это за здание. Мне кажется, раньше это был какой-то рынок, потому что... Круглый рынок, памятник архитектуры. Вот, да, круглый рынок. Спас-на-Крови, наша одна из замечательных достопримечательностей. Далее Михайловский сад, Марсово поле. Одно из самых нелюдных мест в Петербурге, за что я его очень люблю, потому что почему-то здесь мало гуляют люди, в основном Невский проспект, Дворцовая площадь. Турист не доходит? Да, как-то вот здесь мало. Здесь, как если обратить внимание, не так много кафе, не так много мест, куда можно зайти, посидеть, хотя есть гостиницы, но тем не менее. Поэтому гулять здесь особенно приятно. Вот. И вот этот Аптекарский переулок, я его тоже особенно люблю. Он вообще пустой всегда, там вообще не бывает людей. Почему, непонятно. Вот в Петербурге есть такая закономерность, да, золотой треугольник, но где-то всегда густо. У нас есть зрители не из Петербурга, поэтому нужно пояснить, что такое золотой треугольник. Самый центр Петербурга, где находятся все главные достопримечательности города, но он очень разношерстный. С одной стороны, это где-то очень много народа, где-то мало. Я всегда для себя Петербург еще делю по литературному произведению. Вот у меня есть парадный Петербург, это, наверное, Онегинский, да, когда действительно и в летний сад гулять водил и так далее, когда он мчится к Татьяне по набережным, и все время представляешь какой-то замок, не знаю, Мраморный дворец или еще какой-то, когда он прибегает к ней, заходит в зал и кидается на колени к ней. Потом, разумеется, Петербург Достоевского, это вообще это вот район в районе... Это Лиговка туда. Да, Сенная площадь вокруг. Все эти улицы, они действительно вообще другие, у них вообще другой характер. Потом, конечно,
все, что связано с вот, улицами, где Белинского, Пестеля, там очень много именно с этих улиц фотографий документальных блокадных, полуразрушенные дома и так далее, так же, как Васильевского острова в том числе. Там почему-то вот у меня больше ассоциируется с историей Великой Отечественной войны. И очень сильно это отзывается, потому что сразу же разное настроение. Петербург Цоя, да, Петербург русского рока, Петербург Шостаковича и так далее. То есть это все разные места, разные улочки. Вот, кстати, вот этот мост, его очень часто снимают в кино, потому что здесь можно найти ракурс такой, когда в общем, не видно никаких современных признаков. Мы здесь в том числе снимали когда давно «Адмирала», и тоже у нас была здесь сцена. То есть здесь видно только набережную, видно Спас-на-Крови, сад, дом исторический. Раньше здесь еще было везде налеплено много-много замочков, потому что здесь вот место молодоженов. Все здесь сюда приезжают. Я помню, единственное, что меня всегда раздражало, когда я еще была студенткой, мне нужно было ехать на Маховую, что здесь всегда был затор из-за лимузинов и вот этой всей истории. Я думаю, господи, ну сколько ж можно? Почему вас так много, и вы постоянно все женитесь? Ты меня любишь? Ну, ты же знаешь, с первого дня нашей встречи. И я. Чем персонаж, как ни странно, проще, тем сложнее его сыграть, потому что его нужно, он как поры, да, как губка, в которых нет, они не наполнены ничем. Его надо наполнять и придумывать. В каком-то смысле Анну проще сыграть, потому что там это все написано. Ты знаешь, просто надо это принять, осознать, по-своему через себя пропустить, свой ракурс придать этому и так далее. Что произошло с Анной? Что сделала Анна со всеми, я бы так сказала. Она для меня точно не жертва. Вот мой взгляд, что это она самая главная центробежная беда и сила, сжигающая, как в лава на своем пути, все в этой истории. Это начинается очень плавно и абсолютно яростно двигается в течение всей последней части романа до последней сцены, когда она едет уже в экипаже на вокзал и потом на станцию. Это самая гениальная вообще сцена русской литературы. Когда... Это же абсолютно описанный процесс схождения с ума. Да. Так а почему же она не же от нас с ума сошла? Ну, ты видишь, через какую... Ты помнишь, как она описывает, как она видит всех какими уродливыми, какие для нее все чистая депрессия. Страшные... Я не сталкивалась с депрессией, но просто в нас же вскрывается же все... Некоторые впадают в истерики, плачут, кто-то становится очень слабым, а кто-то себя сжигает изнутри и сжигает людей вокруг. Как бывает, да, люди, когда там больные родители сильно, и когда уже ты любишь, но ты не можешь больше, потому что тяжело, и человек становится, вот он как кислота изнутри разъедает. Вот, и вот через ее вот этот воспаленный взгляд на мир, на людей, на этих людей в купе, которые никогда не верят в счастье, что все это ложь, что вы все притворяетесь, что не может быть счастья на свете. Как дано и в конце концов судьба, которая... Что стало с Вронским, что стало с Сережей, что стало с дочкой, которая умерла, что с несчастным Карениным, как вот ее, вот то, что она позволила себе почувствовать, и вроде бы казалось, это называлось счастьем. Каким это все обернулось несчастьем для всех остальных. Все образуется, Анна Аркадьевна. Все обойдется. Нет, Аннушка. Да, наверное, он любит меня, но как вкус притупился. То есть ты считаешь, что она должна была держать себя в руках? Нет, это просто по-другому бы эта история бы не случилась. Она никогда бы, не встретив Вронского, она не познала бы в себе тех чувств, которые в ней спали, которых она не могла бы... Она была прекрасной женой, она была, да, всегда в любом обществе главной собеседницей, красавицей, легкой. Да, когда мы первый раз ее видим, как она подбегает к Стиве этой легкой походкой, бросается ему на шею, вот это, как описывает Толстой ее вот эту походку, как она легкая. Но она сама, мне кажется, не справилась, она не ожидала, что в ней есть то, что обернулось такой трагедии внутренней при встрече с Вронским. И Вронский тоже, мне кажется, что... Я вот очень... Мне нравится, как Максим сыграл его. Он, кажется, абсолютно, конечно, не ожидал такого.
И если бы можно было вернуть все назад, то лучше было бы все вернуть назад, потому что одно дело иметь роман, престижный роман по тем временам с женщиной такого круга, и тогда же это вообще было, чем у тебя знатнее любовница, там это считается более престижно, тем более для военного. Но это все переросло в какую-то муку и ужас. И чем дальше, мне кажется, конечно, ему с ней очень трудно. Он невыносимо. Он благородный, он прекрасный, но это уже, конечно, абсолютно дисгармоничные отношения, которые только разрушают. И исход единственно возможный. Он по-другому не могло кончиться никак. То есть либо самоубийством каким-то там другим образом, скажем так. Она бы сама не смогла с этим жить и существовать, с этой ношей, с этим грехом, с этой болью, с этой нелюбовью, с этой безответной любовью, которая превратилась в муку. Две единственные важные для меня вещи в жизни — это Сережа и Алексей. И они не могут быть, они вместе несовместимы. А если нет, то мне тогда ничего не нужно. Видишь, а ты ее не жалеешь. Ну, так она жертва обстоятельств. Обстоятельств. Но это обстоятельства, которые зависят от нее. Женщина может остановить или не остановить, допустить либо не допустить. Ах, вот как. Конечно. Спорно. От кого? От Вронского, что ли? Она бы говорила, нет, а он бы ее все равно завоевал. А мне кажется, что никто не может остановить любовь. Любовь остановить невозможно. Ларина же остановила Татьяна. Он пришел, он пал перед ней на колени, и она говорила: я вас люблю. Он все самое страшное уже сделал до этого. Он был подонком с самого начала. Хорошо, но все равно могло убить. Тут уже смысла нет. Тут можно рассуждать. Это можно было только из соображений мести и реванша. Но она же его все равно любила, она уже об этом говорит, что я вас люблю. Но тут, видишь, все равно это разные женские характеры. А Анна гораздо более страстная, огненная, клокочущая. Она не могла, действительно, мне кажется, как раз в силу своих женских качеств она не могла перед этим натиском любви сдержаться. И поэтому, собственно, все привело к такому исходу. А вот здесь как раз заканчивается реставрация. Это Дом радио наш. И как раз здесь все время шли репетиции оркестра радиокомитета под руководством Карла Лиасберга. И отсюда Бергольц читал стихи и так далее, и так далее. А сейчас здесь Мекка, место репетиции Теодора Курендиса. Принял город уже Курендиса? Я думаю, что да. Я говорю как зритель. Я говорю сейчас как зритель, я не знаю... А как петербурженка? Я как петербурженка тем более. Потому что Петербург же вообще не принимает чужих. Тут невозможно приехать и стать своим. Вот ты всегда будешь с какой-то меткой ходить. Не знаю, я бы так не сказала. Я, может быть, за себя сейчас говорю. Я как человек, в общем, открытый и принимающий. Был скандал с Курендисом, с тем, что Курендис займет Дом радио. Может быть, скандал был, а сейчас все с радостью, с удовольствием приходят на его концерты, восхищаются его талантом и рвутся на закрытые репетиции, если это возможно. И Теодор, мне кажется, очень сейчас обзавелся большим количеством знакомых в Петербурге, же друзей. И когда мы тоже встречались, уже в компании с петербургскими какими-то артистами, художниками, людьми, которые занимаются искусством, изобразительным искусством и так далее. Поэтому нет, мне кажется, он как раз как человек открытый и к себе привлекающий разных самых людей интересных, он, наоборот, здесь очень органично обосновался. То, как сейчас внутри выглядит Дом радио, это очень здорово, это очень интересное, классное место. Да. Поэтому обязательно, если будет возможность, какую-нибудь поездку очередную, я прям очень рекомендую сходить туда и даже там послушать, может быть, какой-то концерт. Меня любили только частично. Я хочу жить с тобой. Главный спектакль сегодняшний, из новых, это 1926. Вы с Анатолием Белым играете Цветаева и Пастернака. Роман в письмах. Еще внутри есть Рильке. Кто для тебя Цветаева?
Инопланетянка. Сколько бы я ни читала про нее, я не могу понять вот природу этого гения, потому что она, конечно, для меня из всех поэтесс, при всем уважении к и любви, там, скажем, к Ахматовой, например. Ой, скользкая дорожка Москва-Петербург опять сейчас. Ну хорошо, нет, я говорю просто про внутренние ощущения. Они разные, их нельзя сравнивать, это правда, как сравнивать там, Достоевского с Толстым, тоже бессмысленно. Но для меня она вот у нее откуда-то сверху вот это вот все. Это не здесь рожденное из опыта, из жизни, из предметов, из людей. А вот у меня такое ощущение, что ей вот прям поток сверху вот так вот был дан, и она была просто вот транслятором. Потому что, ну, я не понимаю, когда я читаю эти рифмы, эти строки, эти сравнения, эту речь, эту фонетику фантастическую совершенно, как она ей играется, как она ее кидает, как она дразнит ее. Это вот для меня это не... Я не понимаю, как человек может быть на такое способным. Но и, конечно же, вот это очень много в переписке как раз и Цветаевой, и Пастернака. Вот мы берем конкретно 926 год, потому что в этот год в их переписку вклинивается Райнер Мария Рильке. Вот их тройной, скажем так, треугольник любовный, если можно сказать. Где все друг друга при этом любят. Да, где все любят, восхищаются, но при этом ужасно ревнуют и так далее. И они с Борисом очень часто друг другу, с Борисом Леонидовичем, пишут о том, что... Она ему пишет: «Борис, я бы с тобой совсем не сумела жить. Я бы жалела тебя на жизнь даже с собой, а может быть именно с собой, потому что дома я не живу. Я бы не хотела обедать с тобой, ужинать – да. Я бы не хотела, чтобы ты входил в комнату, потому что ты в ней живешь. Потому что я в ней живу». Вот все, что бытовое, они вообще были вот в этих письмах, они вот где-то встречались в космосе совершенно точно. И там вот они были счастливы, там у них случилось все. Они в жизни-то видели сколько раз, там 2, 3, 4 раза. А там у них, вот если углубиться в эту переписку, там и ревность, и любовь, и страсть, и прощение, и обиды, и ненависть, и восхищение творчеством. То есть там столько, там они такой полноценный роман прожили втроем. В чем феномен? Как я все время, феномен или феномен? Я никогда не могу запомнить это. Я говорю, в чем удивительность? В чем удивительность их отношений и уникальность? В том, что если бы они встретились действительно вот в жизни, это был бы такая неудача, назовем это так. И даже тоже мы заканчиваем этим. 22 июня 1935 года вот они встретились в Париже, состоялся антифашистский международный конгресс писателей в защиту культуры, и в составе советской делегации литераторов был Борис Пастернак. Она была в качестве зрителя. И вот она пишет, что «не люблю встреч в жизни, сшибаются лбом, да и не суждено, чтоб сильный с сильным». Ну, то есть вот она сама это прекрасно понимала, потому что в жизни это, ну, вот какая-то скомканная, непонятная встреча, когда даже говорить-то толком не о чем. И, конечно, вот эта их переписка, оказывается, огромное количество писем утеряно, к сожалению, тоже. Мы в основном брали письма Цветаевой и Пастернака и Цветаевой к Рильке. Ну и, конечно, в основе там у нас лежит поэма «Красолов», которую мы ведем параллель, естественно, с режимами, которые в то время уже крепли и в Германии, и в Советском Союзе. Конечно, там идет абсолютная прямая отсылка, что Красолов – это некий человек с дудочкой, который уводит за собой сначала крыс, потом детей, а в случае с этими двумя мощными державами, по сути, просто людей, которые очень обаятельно дудит свою серебряную дудку, и люди на это идут, но потом, как оказывается, идут просто на гибель. Но для тебя, человека, у которого очень правильно устроена жизнь, который домашний, который любит и любим, у которого 2 детей. Я думала, что второе у тебя должна быть девочка. Я тоже так думала. Ну, чтобы уж как совсем все было правильно. Как ты постигаешь Марину Ивановну Цветаеву, у которой все абсолютно иначе?
и которая совершенно против всех семейных, бытовых, правильных вещей. Я понимаю вопрос, но я это очень хорошо чувствую. Ее кто-то обвиняет, что она там виновата в смерти Ирины, да, кто-то еще. Ну, разные, да, они, ее этот роман с Софией. Парнок, да. Ну, то есть какие-то, да, что она такая вот экстравагантная, очень женщина сложная. Да, она живая, она прекрасная, она удивительная, она дышащая, слышащая, принимающая все, что ей давала жизнь, и так больно в ней все отзывалось. Ты ее не осуждаешь? Нет, конечно, нет. Это вопрос сути. Можно быть, как вот мы сейчас с сыном читаем, Януша Корчика про Матюша, да, король Матюш. Вот можно быть королем и быть открытым к чужой беде и очень остро ее воспринимать как личную, прям буквально как личную, когда тебе все отзывается, и ты не можешь быть равнодушным. А можно быть человеком, воспитанным суровейшими обстоятельствами. Кого-то это тоже раскрывает, а кого-то это закрывает и захлопывает так, что человек никого в себя не пускает и настолько же холоден, равнодушен к чужой беде и к чужим несчастьям. Это вопрос отношения. Моя природа очень открытая к людям. И я их переживания могу очень серьезно и по-честному, личностно примерить на себя. И они во мне отзовутся очень мощно и ярко. В актерской профессии это очень помогает. А в жизни иногда это бывает, прямо вот я себя заставляю о чем-то не думать, избиваю себя, стараюсь, Лиза, невозможно переживать за всех. Важно, но это иногда беспочвенно. Переживания, они вообще очень не всегда бывают плодотворными. Лучше делом помогать, словом или делом. Я помню Петербург вот 90-х годов хорошо. Я жила на Мойке тогда как раз, и тогда еще, скажем, улица Конюшенная была, Желябова, там были улицы Желябова, Халтурина, то есть еще даже другие названия были. И тогда я помню эти гастрономы страшные, 4 ступеньки в подвал, где стоял невероятный запах какого-то, не знаю, старого тухлого мяса. Я помню, как мы с мамой ходили с талонами за продуктами. И вообще поход за продуктами — это была целая история. Это нужно было сюда за крупой, сюда за мясом. И был какой-то знакомый, значит, мясник, который уходил на задний двор, дядя с грязным белом, значит, когда-то белом халате, здесь все в крови, в черном, все это с топором, и, значит, что-то там, и выдавал какой-то кусок мяса маме, и мама с благодарностью все забирала его. И помню эти прекрасные в магазинах конусы, да, с сиропом, когда я выпрашивала у мамы, иногда мне покупала. Или там томатный сок еще был. Ну, то есть у меня связано с тем, что он был, конечно, очень неуютный, очень необустроенный. Вообще он был какой-то вот как ребенок, за которым не следят, или как человек, да, который за собой не ухаживает. Слушай, ну в сравнении с Москвой сегодняшний Петербург тоже выглядит как... Это мы сейчас идем, просто солнце хорошо светит. Ну да. А вообще-то такая куча зданий нуждается в реставрации. Конечно. Так хорошо бы все подмести, так хорошо все помыть. Разумеется, наверное, если там думать и говорить о желании какого-то совершенства, то до него еще далеко, сильно далеко. Но если сравнивать с тем, вот, с чем, что хотя бы помню я, то это просто небо и земля. Нет, такое ощущение, что у него как будто бы нет хозяина. То есть меняются какие-то губернаторы, которым как будто бы все равно, что здесь происходит. И он как будто такой сам брошенный, один, растет и хереет потихоньку. Я вот думаю, что, наверное, очень сложно его одновременно весь поднять. У нас периодически появляются какие-то очень крутые вещи, точнее, места, как, например, понятно, что это инициатива и спонсорство, как, скажем, Новая Голландия, да? Или... Новая Голландия, да, это Абрамович. Абрамович, да. Севкабель у нас вот на месте бывшего завода тоже появилось какое-то очень модное, крутое пространство, где проходят и концерты, и всякие мероприятия и так далее. То есть вдруг какие-то места возрождаются из пепла и становятся какими-то культовыми, классными, культурными местами. Но это, как правило, инициатива, конечно, еще людей, которые финансово в это вкладываются. Что касается
каких-то государственных программ, наверное, есть какая-то история, я предполагаю сейчас, не знаю, по, скажем, там, реставрации, но это все так долго, это все так медленно. И, конечно, я не могу даже предположить, как много у нас домов, которые в центре, которые еще не расселены, которые вот мы делали ремонт в своей квартире. У нас причем дом очень хороший, ну такой, как бы, ну крепкий. Но когда ты начинаешь там вот открывать стены, там все такое старое, все такое гнилое, все эти перекрытия, трубы, потому что город, конечно, влажный, Когда мы старый. жили в Петербурге, мы жили в старой квартире, и там нельзя было одновременно включать стиральную машинку. Стиральную и чайник. машину, да, и чайник, потому что у тебя вырубает. И нельзя, допустим, если кто-то моется в душе, нельзя на кухне мыть посуду, потому что газ. Да. И вот это либо один, либо другой пользуется горячей водой. И это до сих пор остается. Но просто мне кажется, что одновременно, наверное, решить все эти проблемы очень сложно. И если их что-то решают, то пока здесь решают, то в другом месте уже отвалится, как говорится. Какая-то Вы конформист, вы не революционер. Ну да, наверное. Нет, я не революционер точно совершенно. Мне кажется, что все нужно поступательно, но обязательно с желанием делать. Если желание, цель есть, улучшать, помогать, приумножать, только вот не торопясь, но обязательно с любовью и как бы отношением трепетным по отношению к городу. Сейчас я снимаюсь у Саши Кота в фильме, в сериале «Седьмая симфония». Это про то, как в блокадном Ленинграде была исполнена 9 августа «Седьмая симфония». За пультом был Карл Ильич Элиасберг. Это легендарная история в исполнении этого произведения в блокадном городе. Вот. И мы, конечно, снимаем очень много в домах, там, квартиры наших персонажей, что-то еще. И вот когда ты ходишь и обнаруживаешь, сколько квартир в таком состоянии, где реально можно снимать блокаду, их действительно очень много. И, конечно, очень много домов в аварийном состоянии. Мы даже, мне кажется, не подозреваем, сколько. Но я просто совершенно не склонна к какому-то инженерному мышлению, но тем не менее, вот мне интересно, вот по идее кажется, что иногда проще такое снести и построить что-то новое. Но ведь, конечно, это невозможно, потому что дома все красивейшие, имеют историческую ценность. Здания, исторические здания. Сносить? Но, по идее, их надо тогда внутри всех просто обчистить, реновацию полную сделать. Я думаю, что таких домов очень много в Петербурге и за счет климатических условий и так далее. Ну и потом, в силу того, что когда-то все купеческие и дворянские квартиры все были переоборудованы в коммуналки. Это, я не знаю, в Москве такое есть или нет? Интересно даже. Вот тоже, кстати. Это тоже Петербург. Это Петербург. Так вот, единственное, я переживаю, что он спит на холодной земле. Как бы он перелег? Его как-нибудь переложить бы на скамейку. Мы можем это сделать? Я не против. Земля холодная. Давай, вставай, дорогой человек. Эй, привет. Анька, он дышит? Вставай. Да. Да, говорит даже. Хорошо. Давай. На скамейку просто ляг и все. Пойдем. На скамейку просто присядь. Вставай на скамейку, сядем и все. На скамейку давай. Вставай на скамейку. Все, ничего не надо. Просто холодно, Зима, замерзнешь, давай. умрёшь. На скамейку сядь. Всё. Ногу разгибаем. На скамеечку сядь. Давай. Ложись на скамейку и все. И сиди давай. Все. Молодец. Значит, мы выходим на финишную прямую, там уже театр. Это сейчас, наверное, это самая главная улица города Санкт-Петербурга. Как его называют? Рубик. Рубик. Конечно, это улица Рубинштейна. И здесь находится... Это самая ресторанная улица сейчас. Здесь каждую неделю, по-моему, открываются какие-то бары, какие-то заведения. Самая пьяная улица. В пятницу вечером выйти из театра после репетиции, это просто... входишь в жизнь. Причем не важно, пандемия, не пандемия. Вот сколько вот в пятницу здесь ровно столько народу, сколько обычно бывает. И, простите, пожалуйста. И народ гуляет на улицах, все танцуют, музыканты играют летом. Где-то классическая музыка звучит, где-то рок. В общем, все вперемешку. В этом, конечно, есть свое обаяние, но я всегда, особенно если я иду после репетиции, я натягиваю шапку, уши свою музыку, иду всквозь, потому что я после репетиции не готова поддержать такое активное веселье. Но вообще иногда здесь бывает круто.
Какая музыка в ушах? Что больше всего подходит вот этим вот 20 минутам по Петербургу из театра домой? И наоборот. Я слушаю очень разную музыку, вот в самом прямом смысле этого слова. Это может быть и классика, и попса, и джаз, и фолк, и рок. Но как-то в Питере я люблю слушать Цоя и Сплин. Итак, мы переходим из Петербурга Пушкина в Петербург Достоевского. Да, совершенно верно. И он действительно другой. Если вот прям, если знать город, если знать хорошо произведения и одного, и другого, и как бы, если они в тебе где-то внутри отзываются, то ты прям чувствуешь, как ты переходишь из одного внутреннего состояния, вот приподнятого и торжественного, в какое-то мрачное и такое серое. И отметим, так сказать, живую сущность этого города, потому что когда мы переходим из одного состояния в другое, ушло солнце. Да, вот, кстати, тоже это дворцы, Нева, да, это трагичная, синяя, глубокая, и какая-то Сенная площадь, где все такое более скукоженное и очень хитрый тяжелое. город. Очень. Мы не так давно тоже у меня состоялась премьера спектакля МХТ, мобильного художественного театра, которая называется «Я жила». Это Валера Панюшкин написал сценарий. Да, совершенно верно, да. И вот здесь первая точка, отсюда начинается спектакль. В этом доме, наверное, мы будем жить. Нам выдают тут квартиру, и я только что ходила ее смотреть. На 4 этаже. Это как и сотни квартир в Ленинграде, вымершая квартира. Очень, я тоже трепетно отношусь к этому спектаклю. Мы его очень спонтанно, очень быстро записали с Мишей, с Игорем. Но это очень важная история, потому что я давно хотела прикоснуться вообще к творчеству Бергольц. Я очень много про нее читала, я хотела писать сценарий, что-то еще. Мне хотелось про нее рассказать. Это очень важная штука, потому что я мечтаю, чтобы о Бергольц вышел художественный фильм, потому что, вся ее история с этим запретным дневником, с жизнью, которая была, и жизнью, которая была спрятана, это абсолютно нерассказанная же история. А запретный дневник, ты читала, наверное, тоже его. Вот что меня в нем до глубины души поразило, и что, мне кажется, это то, про что мы сделали спектакль. Почему он называется «Я жила». Вот меня, сколько я не читала, какие ужасы, страсти я там не читала, но там столько жизни, сколько внутри всего происходило. Любовь, один мужчина, другой мужчина, переживания за друзей. Там вначале меня поразило, вот почему-то так запомнилась такая деталь, когда она говорит, что вот уже рассказывается о бомбежках, о налетах. Я сидела, делала маникюр в Астории, и вот у меня это маникюр, бомбежки, да, то есть люди, вот меня все время поражало, что люди продолжают жить в любых обстоятельствах. Нет, у меня же есть это самое страшное стихотворение в бомбоубежище в подвале, да. Ночные лампочки горят, быть может, нас сейчас завалит, быть может, возвратя снаряд. Я никогда такой красивой, как в эту осень, не была. Да. Я никогда такой счастливой. Вот, именно про это, что она пишет о том, что сейчас не побегу, да, не хочу идти, сейчас не пойду, буду писать. И она вспоминает, как она, что она испытала, какие чувства, какие она к своему Юре испытывает чувства. То есть все, вот здесь падают бомбы, здесь погибают люди, здесь завалы, здесь голод, а здесь любовь. Вот то же самое у меня, конечно, вся семья была в блокадном Ленинграде. И я помню очень хорошо, моя, получается, двоюродная бабушка, очень известная петербургская актриса Лидия Штыкан, она сначала была в блокадном Ленинграде, потом она ушла на фронт с сестрой, потому что там лучше кормили. И потом еще была блокада, а она поступила в год начала войны в театральный институт, ее будущий муж тоже Николай Боярский, и их прямо из института на фронт. Его на фронт, а она в Ленинграде осталась. Так вот, еще блокада вовсю. А она возобновляется спектакли в театре в Александринском, и она рассказывает, она пишет подруге письмо о том, какой у нее костюм, какой у нее грим, как она волнуется перед выходом на сцену. То есть, и вот у меня все время это в голове, я не могу себе это сопоставить, когда происходят такие драматичные, страшные события, а люди все равно продолжают жить. Вот они думают о том, что когда им жить-то, другого же момента не будет, вот она твоя жизнь. Ты радуешься
погоде, радуешься, не знаю, радуешься тому, что с тобой происходит, что происходит в твоей жизни, какие события. И ты на них реагируешь, и ты вот здесь в моменте сейчас счастлив от чего-то, а вокруг трагедия. Ты сейчас снимаешься в сериале о блокаде у Александра Котта. Сохранились ли какие-то свидетельства семьи, которые ты можешь использовать как референсы, как, не знаю, какие-то опорные точки вот в этой съемке? Семья моей двоюродной бабушки, Лидии Штыкан, они сначала были в блокадном Ленинграде вот в эту страшную зиму, и умер отец. И для того, они, когда не было сил, когда не было возможностей, тело просто отдавали, как куклы их называли, да, забинтовывали в простыни и их увозили из дворов. В каждом дворе были свои соседи и товарищи, собирались люди. А кто-то, у кого хватало сил, они настаивали на том, чтобы были могилы, на том, чтобы знать, где похоронен твой родственник и так далее. И вот они хотели, конечно, чтобы отец был похоронен подобающим образом, и они решили его довести в шкафу кухонном, в пенале, который был, соответственно, похож на гроб. И когда они его снимали со стены, оказалось, что в нем вывалились оттуда вот такие пакеты, как он, клейстер называется, типа того, такой сухой клей, который разводили. Сухой клей, который разводили, а он же основан, он похож на бульон, когда его разводили. Из костей делается, из костей, да. Оказалось, что его там было одна или две пачки, несколько пачек, и благодаря этому бульону они смогли прожить вот эту страшную зиму. И у тети Кати сохранилось еще письмо, оно прямо у нас есть. Это дядя Коля письмо, оно начинается фразой: «Здравствуй, мамочка, вот и кончилась война». И он пишет о том, как он провел первый свой день, как они выспались все, как их покормили. И просто когда читаешь, вот когда ты берешь буквально этот листик, невозможно. Вот наша афиша. Вот ваши. Братьев Карамазовых, которые мы все никак не можем выпустить. Да, братья же должны были когда выйти? Сначала они должны были выйти в апреле. Потом они должны были выйти сегодня. У меня должна была быть премьера сегодня. И заплакала в этот момент. Это Ксения Александровна. Скоро, кстати, будем играть в «Вишневый сад». Очень я его люблю. Я его тоже очень люблю. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Здравствуйте. 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 Добрый день. Здравствуйте. Так, нужно масочки надеть, да? Кто эти все вот куклы? Это есть прекрасная девушка, которая очень любит наш театр и довольно часто к нам ходит. Вот она мне дарила эти куколки. Это мои героини. Это Марина Ивановна Цветаева из спектакля «1926». Это Офелия из «Гамлета». А это вот Варвара Иняхина из моего, наверное, самого любимого спектакля «Братья и сестры». А это маме-маме. А это маме-маме, да. Это мне Лев Абрамович здесь. Боже мой. Да. Вот эта нежность, конечно, когда фотография худрука, главного режиссера и учителя висит в гримерке. Это прям... А там еще надпись, что ли? А это Лев Абрамович нам всегда дарит на всякие праздники, допустим, цветы, и всегда присылает на свои открытки, не открытки, на свои визитные карточки какое-то пожелание сзади. У меня дома вот такая пачка этих, вот я храню их всех, они у меня в отдельной коробочке лежат. И вот здесь тоже одно пожелание, это вы за это днем рождения. Вы растете большая, умная, красивая, талантливая. Это замечательно. Еще только берегите себя и радуйтесь, конечно. Нежно, ваш Лев Абрамович. Что такое Додинская школа и почему снаружи принято считать, что это почти секта? Если бы я могла ответить вот так вот... По-честному? Не по-честному, а если бы я знала, что такое Додинская школа, мне было от этого очень легко. Я вот уже многие годы работаю с Львом Абрамовичем, но я прекрасно чувствую и понимаю его феномен, но
я никогда до конца не смогу понять, как он это делает. И не только я, а даже те артисты, которые гораздо старше меня и вроде бы должны знать уже своего мастера и своего режиссера настолько хорошо, что вот чувствовать здесь и сейчас. Но каждый раз он нас удивляет. Каждую новую постановку. Каждый раз уже кажется, ну я же уже понимаю, я уже знаю как. А оказывается, что ты не знаешь ничего, а он знает все. И так вот ровно каждый раз. Единственное, что если говорить все-таки про какой-то метод, да, или про какую-то школу, то, конечно, это вот тотальное погружение вот до дна, которую даже вот никто не знает существования таких глубин. Но мы при этом понимаем, что это тоже не дно, это где-то около. Вот, допустим, то, как мы сейчас занимаемся братьями Карамазовыми. Ну, наверное, это самые тяжелые репетиции в моей жизни в принципе. Но вот то, куда мы... Ты кого играешь? Я играю Катерину Ивановну Верховцеву. Куда мы докопались, до какого уровня мы спустились в каждой теме, ну, мне кажется, сейчас уже мало кто так работает. Ну, наверное, есть режиссеры, которые, в принципе, и разбором занимаются, и подробными связями и так далее. Но вот именно когда ты не в персонаже, а в тему. Вот в Достоевского, не знаю, в мироздание, в отношения с Богом. И вот там такие мы проходили круги, которые вот иногда было полное отчаяние. Тяжело. Физически тяжело, потому что ты на такие сложные темы говоришь, когда начинает ломать по-настоящему. И уже кажется, что невозможно справиться. Да, ё-моё, боже мой, там вокруг жизнь, молодость, дети, все. А ты вот ты ковыряешься в гное в каком-то. Причем с таким наслаждением, и так тебе это нравится, и ты прям пытаешься понять, из чего же он состоит. А потом вдруг, когда это становится понятным и вдруг простым, это такое ощущение счастья и абсолютной осознанности, и понимания, и принятия. Как будто бы в твоей голове колоссальное знание мира, жизни, опыт. А ты говоришь вот очень просто, очень легко, и зритель не понимает. Вроде бы ты же ничего не делаешь. Но просто именно потому, что ты знаешь вот это все, и ты нырял вот так вот глубоко, и выныривал, и тебе было плохо, и тебе было хорошо, и у тебя есть этот опыт, знание, накопленность, понимание. А в итоге это превращается в легкость. Потому что можно то же самое сделать, можно тоже легко существовать, быть, играть, жить, но когда у тебя нету, как сейчас говорят, бэкграунда, это очень видно, когда все режиссеры используют этот термин, но он очень просто понятный. Болтают текст. Вот когда человек болтает текст, видно, что это просто текст, а за текстом нету ничего. Но это русская драматическая школа так устроена. Да. В других драматических школах немножко все по-другому. Все по-другому, все по-разному. У меня была возможность поработать с другими режиссерами, которые иногда идут вообще от внешнего, не знаю, от характера, которые идут от обстоятельств, которые идут от мизансцены. Вот давайте мы сидим в такой мизансцене, давайте посмотрим, что мы отсюда можем... И это интересно, с одной стороны, потому что ты понимаешь, что твой организм вообще так к тому не привык. То есть ты начинаешь подстраиваться к другим обстоятельствам совсем. Но вот именно школа Льва Абрамовича – это вот безоглядное погружение в материал. Причем, допустим, занимались ли мы Гамлетом, мы там читали книги, которые предположительно мог бы читать Гамлет, чем была занята его душа, какие он в свои юные годы проповедовал мысли, в чем проявлялся его юношеский максимализм и так далее. И вот «Братья и сестры» мы сейчас восстанавливали, точнее не восстанавливали, а редакция 2015 года тоже, опять же, мы поехали в Веркулу, это деревня под Архангельском, собственно, родина Абрамова, и там тоже у нас была экспедиция, и мы ходили, девочки ходили на сенокос, мальчики ездили на лесоповал, ходили в старых русских печах, пекли шанишки, разговаривали с еще людьми, которые застали и Великую Отечественную войну, и победу, и то, как забирали всех на фронт. С этими прекрасными бабушками, дедушками разговаривали, и слушали их говор, и вообще, в принципе, пытались понять их суть. Ездили вплоть до... А это нужно? Конечно, кому-то нет. Я по-другому просто я не понимаю, как. Я снималась с такими артистами, на сцене, к сожалению, не работала, которые даже могут сценарий не читать, но которые просто гениальны. Вот он, зараза, я не понимаю, как он это делает. Он просто, вот он, и что бы он ни делал, я могу
тонны прочитать информации про это, и мне только сквозь это я дойду, дотронусь, присвою. И для меня я буду внутри свободна, что я существую сейчас в понятных мне обстоятельствах. Я понимаю, что у меня до, я понимаю, что у меня после, я понимаю, какие у меня отношения с каждым персонажем. У меня все это выстроено, я сама себе все это придумала. А кому-то просто нужно. А что мы сегодня снимаем? И как-то он это делает так здорово, здесь, сейчас, просто, четко, точно. От него невозможно оторваться, от этого артиста, а потом еще, когда это еще смотришь на экране, то это оказывается просто гениально. Сейчас все начали перебирать фильмы, в которых ты снималась, и придумывать гениального артиста. Ну, меня с партнерами мне везло очень, честно скажу, поэтому я практически про каждого могу сказать, только в самых возвышенных тонах. Вот, но я так привыкла, у нас такая школа. Действительно, в этом метод Льва Абрамовича. Кто один деспот? Но опять же, да, секта, деспот, это все какие-то слова очень агрессивные. Деспот нет, но... Гений? Гений, да. Но он... Какое бы еще слово найти? Конечно, он глава всего. Без него невозможно представить театра. И, конечно, он для нас очень авторитарная единица. Человек, с которым мы все равно говорим, при том, что мы его хорошо знаем, мы его любим, все равно для нас субординация существует очень четко. Вы не можете с ним спорить? Нет, конечно, творчески спорить можно, безусловно. Но, допустим, у нас очень жесткая дисциплина в театре, что я очень люблю, и мне кажется, это вообще страшный бич нашего времени, вот эта абсолютная безалаберность и халатность. У нас очень жестко с дисциплиной в театре. Опоздание, не дай бог не выход на сцену, заменил реплику, пропустил слово и так далее. То есть у нас все это вот фиксируется, все. Если ты что-то себе позволил, скажем так, какое-то неответственное, не соответствующее пониманию нашего театра отношение к спектаклю, к роли, к костюму, то это будет незамедлительно отмечено. И что будет тогда? Ну, тебе об этом скажут, могут каким-то образом тебе немножко наказать. Вот. Но и это... Деньгами, в смысле? Ну да, вполне возможно, что это может быть какое-то лишение премии или что-то еще. Но зато все быстро... Ни у кого нет желания больше каких-то совершать правонарушений. И это прекрасно, потому что люди становятся дисциплинированными, пунктуальными. И это потом входит в привычку твою в жизни. И потом, когда ты приходишь на съемочную площадку, например, и оказывается... и ты вносишь это тоже туда... И люди потом заражаются какой-то этой твоей привычкой. Или наоборот, ты очень удивляешься, когда там артисты, наоборот, себя ведут очень так хамовато. Что для меня, например, всегда вызывает шок, когда, допустим, есть особенно молодые артисты, которые могут позволить себе как-то нетактично разговаривать с костюмерами, с гримерами, как-то вести себя так, как будто бы артист – это пуп земли. Это далеко не так. Это очень важный шурупчик в творческой составляющей в театре, и в кино, но все равно все на равных правах, и, конечно, безусловно, очень важно уважение по отношению к людям, которые вместе пытаются рождать что-то прекрасное и хорошее. Несколько коротких вопросов. Если бы ты выбирала, кем бы ты родилась, мужчиной или женщиной? Женщиной. Чем глобально мужчины отличаются от женщин? Сложный вопрос. Ты знаешь, пока я сижу, думаю, у меня столько мыслей вокруг прокрутилось. Знаешь, я думаю, мне кажется, что женщины сильнее, но мужчинам больше дано, я бы сказала так. Они, в реализации иногда могут быть гораздо более убедительны, чем женщины. Но женщины сильнее, шире, глубже. Но мужчина как вожак, как человек, который защищает свою семью, он все равно вот в реализации он убедительнее, ярче и правдоподобнее, наверное, так. Могла ли бы президентом России стать женщина? Да. Есть у тебя варианты? Нет.
Милосердие или справедливость? Милосердие. Правда или безопасность? Правда. Карьера или семья? Семья. Все. Спасибо большое. Спасибо. Если у вас есть вопрос, который должна была бы задать Елизавете Боярской, но так уж получилось, не задала, пожалуйста, напишите его в комментариях. И от наших друзей из Storytel вы получите годовую подписку.